Друзья, всем привет! Продолжаем зарабатывать на платформе Binarium. Значит, хотел вам показать свою точку входа. Значит, у нас фунт стерлингов и доллар. Значит, у нас, в принципе, есть тренд. Значит, смотрим. Открывать мы сделочку будем на 50 тысяч рублей. Значит, у нас есть тренд на повышение, где этот тренд был сломлен. По теории Виктора Сперендео мы понимаем, что надо растягивать линию наклонную только так, чтобы эта наклонная линия не была пробита. То есть, если мы, допустим, вот от этих значений, значит, отрисуем линию, то в принципе линия будет пробиваться вот на этом значении. То есть эта линия будет неправильно проведена. Значит, мы проводим линию и видим, что эта линия у нас была пробита с подтверждением того, что цена вот этот хай не перебила. То есть мы понимаем, что здесь цена начинает свой поход на понижение. Значит, теперь мы смотрим, что начинают толкать цену от этого значения и от этого значения. То есть у нас цена будет постоянно стремиться вниз, но будут всегда происходить коррекции. Здесь мы уже можем открыть сделочку на 50 тысяч рублей. Переходим на платформу Binarium, ссылку оставлю в описании. Ищем, значит, нашу пару. 90% дает данная пара заработать. И теперь при одном импульсном движении вверх мы открываем сделочку на 2 минуты на понижение. Давайте сделочку 2 минуты на 50 тысяч. Поехали. Значит, 45 тысяч рублей у нас получилось заработать за одну сделку. Теперь смотрите, интересный вариант у нас был. Значит, я хотел зайти на откатном движении. То есть, откатное движение у нас было вот тут. Да, цена откатила и хотел я здесь зайти, но при открытии сделки у нас был резкий импульс на понижение. И вот в этом уровне где-то у нас открылась сделочка. Но в принципе, сделочку забрали в плюс. Такие варианты расторговывать обязательно, потому что точка появления тренда у нас появилась выше дневного максимума. То есть у меня скрипт установлен на минимумы и максимумы предыдущего дня. То есть у нас есть минимум предыдущего дня и максимум предыдущего дня. Тренд у нас задается после того, как пробивается дневной уровень. После чего у нас происходит ретест дневного уровня. И после ретеста у нас начинают трейдеры гнать цену вверх. То есть цена у нас отретестила уровень, поднялась выше уровня. Здесь начинают заходить в позиции. Цена у нас летит вверх. Идет на коррекцию. Мы знаем, что коррекция у нас 50% движения. То есть вот тут. Также трейдеры докупают. Здесь у нас то же самое. Цена рванула вверх, но пытались докупать, цена не пошла дальше. Актив в свои руки взяли продавцы. Здесь начали шортить. После чего пробили у нас данный уровень. И опять у нас цена как идет? Опять же начинает свое движение с точки разворота, то есть точка разворота у нас была в принципе вот здесь. После того, как у нас цена не показала новый максимум, цена обвалилась, значит есть у нас минимум, после которого мы понимаем, что рынок будет идти вниз. Этот минимум у нас актив пробил, цена поднялась к этому уровню, то есть вот так.
И мы здесь уже зашли. Почему мы здесь зашли? Потому что это полноценное движение, которое пробило свой минимум и начало показывать, что тренд будет идти на понижение. А также мы откатили к этому уровню. Это говорится о том, что у нас есть коррекция, где будут актив докупать. На этом уровне актив докупается. Опять же, где у нас будет коррекция? Коррекция будет тогда, когда пробьется вот этот минимум, то есть вот тут. Этот минимум у нас, если пробьется, то, естественно, цена полетит уже к нашему дневному уровню. Вот на этом уровне цена может, опять же, откатить до вот этого значения. Опять же, все у нас по уровню. Прошлое видео, я ссылочку оставлю в подсказках. Прошлое видео, в принципе, по Фибоначчи я вам все расписывал. Там все более точно понятно. Также здесь у нас цена будет откатывать на понижение. Все движения, которые у нас есть, вот такие, есть начало тренда, и потом у нас тренд начинает идти на повышение с коррекционными движениями. Коррекционные движения докупают. Трейдеры будут толкать цену, только покупая на коррекциях. Вот что мы с вами и сделали. Мы купили актив на 50 тысяч рублей на коррекции. И в принципе мы заработали с одной сделки 45 тысяч рублей. Не чистите со сделками, лучше найти один нормальный вариант для входа, сделочку открыть с нормальной суммой и в принципе нормально заработать, чем целый день по 60-100 рублей открывать сделки и в конечном итоге на 150 сделке вы споткнетесь и сольете свои деньги. Кому видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, мы здесь зарабатываем деньги.